Каждый садовод хочет видеть свой участок красивым и цветущим. Но, к сожалению, у нас не всегда хватает сил, времени и места для выращивания цветочной рассады. Если вы, как и я, не успели весной посеять некоторые растения, вы еще можете это сделать в начале лета. В этом видео я расскажу, что можно посадить семенами сразу в открытый грунт даже в июне. Список таких неприхотливых культур довольно длинный. Подберите для себя лишь те, что больше всего подходят вам и вашим цветникам. Отличный цветок для самых жарких солнечных мест, альпийских горок, создание красивого цветущего бордюра и оформление садовых дорожек – это солнцецвет. Его ботаническое название – гелиантемум. Цветок хорош своей неприхотливостью, высокой засухоустойчивостью и непритязательностью к качеству почвы. Гелиантемум способен расти даже на скудной и песчаной земле, но он не любит застоя влаги и кислый грунт. Среди разнообразия его окрасок можно подобрать белые, розовые, красные и прочие расцветки. Растения многолетние, почвопокровные. У многих сортов цветение длится почти все 3 летних месяца. Семена солнцецвета можно посеять сразу на постоянное место в саду даже в июне. А вот это растение, несомненно, украсит любую клумбу. Вид его эффектных цветов поражает разнообразием ярких окрасок в сочетании с интересным рисунком на лепестках. Это сальпиглоссис. Растение можно вырастить прямым посевом семян. Сальпиглоссис высевают в сад даже в июне. Он довольно быстро развивается и вступает в цветение уже примерно через месяц. Однако молодым всходам потребуется обязательный уход. Это своевременная прополка от сорняков и полив. Также перед посевом обязательно подготовьте почву. Удалите даже самые мелкие сорные корешки и внесите под перекопку для рыхлости песок. Посевы можно накрыть тонким белым агроволокном. Таким образом вы защитите свои всходы от палящего солнца и создадите сеянцам благоприятный микроклимат. Сальпиглоссис преобразит любую вашу клумбу. Его цветы можно рассматривать бесконечно. Более подробно познакомиться с этим растением вы сможете, посмотрев мое видео. Ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Один из самых моих любимых ароматных многолетников с причудливыми цветами необычной паукообразной формы, которые еще не поздно посеять в июне сразу в сад, это монарда. Растение не только декоративное и неприхотливое, но и полезное. Аромат монарды напоминает бергамот. Листья и цветы этого растения используют для ароматизации чая и не только. Но не стоит добавлять в напитки много монарды. Для одной чашки достаточно положить всего один листик или несколько лепестков. Эфирное масло монарды используют в медицине и косметологии. Благодаря его свойствам этот многолетник высаживают не только в цветниках. Своим запахом монарда отпугивает многих вредных насекомых, поэтому она будет уместна в зоне отдыха и даже в плодовом саду и в огороде. Очень люблю за неприхотливость и необычную красоту разные наперстянки. Их цветы всегда радуют взгляд и привлекают внимание даже издалека. Единственное, что стоит учитывать, это ядовитость растения. Особенно это важно для садоводов, чьи участки часто посещают маленькие дети. Наперстянку также можно посеять на заранее подготовленную почву даже в начале лета. Цветок очень простой в уходе, хорошо переносит пересадку, достаточно устойчивый к временной засухе. Но для ускорения прорастания семена лучше на пару дней замочить. Можно использовать чистую воду, раствор гумата калия или другие стимуляторы. Наперстянки очень красиво смотрятся в миксе. Высокорослые сорта отлично подходят для заднего плана. Более низкие растения можно выращивать даже в контейнерах. Наперстянками декорируют самые разные места на солнце и в небольшом притенении, но этот цветок не любит застой влаги, предпочитает расти на питательном и воздухопроницаемом грунте. Бесспорным украшением любого сада станут очаровательные вероники. Конечно, сейчас не проблема купить самые ее разные сорта и виды в любом местном питомнике или крупном садовом супермаркете. Но гораздо дешевле посеять Веронику из семян. Если вы не успели вырастить ее рассадой, вы можете посеять этот многолетник на постоянное место в сад в конце весны или в июне.
Для Вероники выбирайте солнечные участки без застоя влаги и желательно там, где не будет сквозняков. В низинах это растение не стоит высаживать. Среди Вероник можно подобрать разные сорта по окраске соцветия и высоте кустиков. Есть низкорослые растения от 15 сантиметров, среднерослые и более крупные высотой до 60 сантиметров. В июне еще не поздно посеять в сад разные колокольчики. Среди этого многолетника очень много разнообразных форм и окрасок. Есть также низкие, почвопокровные колокольчики и более высокие. Цветники, украшенные разными колокольчиками, всегда выглядят привлекательно. Это одна из самых неприхотливых, долго и обильно цветущих культур, с которой легко справятся даже неопытные и начинающие садоводы. Из некапризных, ароматных растений для вертикального озеленения можно посоветовать душистый горошек. Эта травянистая лиана быстро завьет садовую арку, беседку или забор, а запах ее бесподобных цветов будет навевать вам романтическое настроение. Тем более, что цветет горошек до самых морозов. Семена этого растения перед посевом лучше замочить. Для ускорения их прорастания вы можете использовать раствор янтарной кислоты или эпина. Одним из самых любимых мною ароматных и обильно цветущих почвопокровников является гвоздика. В моем саду растут сорта с простыми и махровыми цветками. Махровая гвоздика более ароматная. Ее запах чем-то напоминает дорогой парфюм. Но прелесть этих многолетников не только в цветах. Утонченные стебли и листья гвоздики имеют сизую окраску. Они удачно сочетаются с более яркими цветами, пурпурно- и желтолистными растениями. Я использую этот почвопокровник в качестве живой мульчи. Он хорошо разрастается, образуя плотную дернину, не дает возможности насеиваться сорнякам. Почвопокровная гвоздика приживается в самых разных местах. Единственное, что в тени ее цветение будет скудным. Это же касается и ясколки. Белые цветочки этого многолетника в сочетании с серебристой листвой очень украшают сад и хорошо заполняют пустующие участки. Ясколку часто высаживают в качестве бордюра, а также под разными кустарниками. После цветения растения лучше подстричь. Эти цветы приживутся в небольшом притенении и на постоянном солнце. Они хорошо переносят засуху. В начале лета в заранее подготовленную почву можно посеять гвоздику турецкую. Всходы этого цветка за теплые месяцы хорошо нарастят свою зеленую массу, а зацветет турецкая гвоздика уже в следующем сезоне. А вот для тенистых и влажных цветников можно посоветовать посеять семена василисника. Этот многолетник отлично переносит тень и станет цвести даже под кронами деревьев. Но василисник не любит сухие почвы. Его также можно выращивать в притенении заборов, стен построек и даже вблизи садовых водоемов, то есть там, где всегда повышенная влажность. На тенистых и влажных участках хорошо приживется незабудка. Растение невысокое, до 30 сантиметров высотой. Цветет голубыми, розовыми и белыми цветочками, которые собраны в небольшие соцветия. Семена незабудки мелкие, и при посеве в почву их можно не заглублять. Для создания неприхотливых цветников в начале лета еще не поздно посеять почвопокровную немофилу и виолу. Единственное, что немофила зацветет уже в этом сезоне, а вот виола только в следующем году. Любителям более высоких растений с эффектными удлиненными соцветиями-свечками можно посоветовать посеять люпин и вербаскум. Но имейте в виду, что обычный видовой синий люпин – это достаточно агрессивное растение. Лучше приобрести семена сортовых растений, которые и сад украсят и не создадут вам в будущем проблем. Если вы подбираете для своего сада самые неприхотливые цветы, которые станут расти на солнце и в тени, посадите разные аквилегии. Я очень люблю самую простую синюю аквилегию, которая растет на моем участке много лет. Иногда в конце сезона, в сентябре, аквилегия зацветает повторно. Конечно, не так обильно, но все равно привлекательно. А чтобы ее семена не распространялись по саду, по окончанию цветения цветоносы надо состригать. Из неприхотливых многолетних цветов стоит обратить внимание на невянник. Этот жизнерадостный и стойкий цветок
будет радовать вас своими очаровательными ромашками очень долго. В зависимости от сорта можно подобрать всевозможные формы цветов с разными сроками цветения. Есть очень интересные крупноцветковые и махровые невяники. Такие растения отлично подходят для оформления солнечных цветников и на срезку. Для сухих и солнечных мест, а также цветников в природном стиле подойдут декоративные тысячелистники. Есть растения с насыщенно желтой, розовой, ярко-красной и прочей окраской. Очень эффектный вид тысячелистника птармика, который в народе прозвали жемчужницей. Его белые соцветия не только украсят ваш сад, но и подойдут для составления сухих зимних букетов. Тысячелистники цветут почти все лето до осенних заморозков. Эти цветы можно высевать в открытый грунт весной, в начале лета и даже под зиму. И таких неприхотливых цветов еще очень много. Я буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами растений, которые еще не поздно посеять в сад в июне. Не забывайте подписываться на наш канал, делитесь своим опытом и наблюдениями в комментариях. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. До новых встреч в нашем добром саду!